Друзья, всем приветствую вас на канале. Итак, максимальный позитивчик вам в хату. И что у нас на крипте? Как же сейчас на данный момент зарабатывать на криптоактивах, когда они не растут? Посмотрим некоторые варианты. Итак, ну что у нас по рынку? Особо никаких изменений нету. Биток 0, эфириум тоже 0, BNB 0, USDC 0, ADA 0,05, USDT 0, XRP 0,5. Просто все 0. Крипта полностью 0. Ну, ничего страшного. Я думаю, что у нас пройдет какой-то период времени, и здесь биток уже будет зеленый. Также мы видим по рыночной капитализации, вернее даже по капитализации всего крипторынка, то, что у нас 2 триллиона 980 миллиардов был небольшой отток. И интересно, давайте-ка посмотрим индекс страха жадности. Что же у нас с жадностью? Рынок находится в жадности, ничего себе, хоть и коррекция, но рынок жадности. Жадность, уже очень продолжительный период времени жадности. Смотрите, у нас был буквально страх еще 21 апреля, это еще была Пасха, ёшкин кот. Уже 2 недели практически рынок жадности. Все, рынок жадности, нужно фиксировать прибыль, только мы ее не видим. Итак, у нас на рынке не особо хорошие, конечно же, моменты. Рынок у нас в коррекции на данный момент. Эфириум пытается как-то вырваться. Уже 1834 тысячи долларов. И лонги по эфиру продолжают набираться. Вчера я смотрел фильм «Чужой». Решил пересмотреть всю линейку чужих и буквально открыл, вот в 8 часов вечера смотрю, лонги набираются. Сегодня утром просыпаюсь, смотрю, здесь уже конкретный был набор по поводу лонгов. Но интересный момент, если мы посмотрим на дневке, то здесь уже сила, конечно же, не такая сильная, как было, например, там в марте или даже в том самом апреле. Тут уже все маленькие свечи, уже сила истекает, и скоро будет движение. А смотрите в феврале, какие были огромные свечи. Тут уже просто, уже мизер. Не знаю, доползем ли мы в диапазон 1 миллион 225 тысяч битков. Будет ли такое значение или нет, посмотрим. Я думаю, что где-то у нас будет здесь набор длиться вплоть до 21 мая 2025 года. А там дальше посмотрим. У нас заседание скоро, через 4 дня у нас заседание. Также у нас обновление эфириума. И может быть такое, что будет какие-то интересные движняки на рынке. Потому как рынок полностью затих. Мы не видим никаких больше новостей, ничего. Все, уже... Самые максимальные новости по загону хомяков, которые собирались произойти, уже произошли до инаугурации президента Соединенных Штатов. И все. Все, мы видим то, что Америка приняла в резервы, конечно же, крипту. И на этом всем затихло, и крипта тоже затихла. И на данный момент крипта только терпит коррекцию. Правда, за исключением одного битка, который пытается как-то там вырваться после этой коррекции. Также вчера был новый пик по доминации биткоина. Вот мы видим то, что буквально в 20:00 у нас был новый пик поставлен. Это у нас доминация биткоина составила чуть ли не 65%. Чуть ли не 65%, но даже еще и не 65%. Ходим мы на данный момент в новом блоке вот этом вот. Я думаю, что здесь будет тоже длительный период времени распил какой-то. Ходили мы очень долго в этом вот блоке, буквально 6 апреля. И также мы ходили в вот этом вот блоке до начала апреля. Очень длительный период времени мы ходили в вот этом вот блоке. Очень это было изнурительно. Хэшрибан нам дал сигнал на покупку в марте. И ожидаем отработки данного индикатора. Потому как данный индикатор никогда не ошибается. И что же у нас по ликвидациям? Очень, конечно же, изнурительный бычий рынок, потому как в основном терпят ликвидации лонгисты. Вот буквально, смотрите, за час ликвидировали полностью всех лонгистов. Фарткоин, эфириум, биток, вокси, солана. Я не знаю, что это за бычка, когда у нас ликвидации в основном идут на шортистах. Нету ликвидации лонгистов. Нету.
Это говорит нам о том, что крупный игрок манипулирует рынком так, как ему хочется. У него основная часть капитала, и он может, конечно же, шортить рынок и давить его вниз. Хомяки не могут шортить. У них, ну там купил на $100, да, ну станет он пускай в шорт. Он же не усидит в шорте месяц или два. И все. И тю-тю. В принципе, по биткоину у нас позитивный на данный момент сценарий. Биток наш делает такое вот восходящее движение. И здесь у нас скоро будет золотой крест. Этот крест у нас в основном дает в дальнейшем только рост на биткоине. Давайте-ка мы здесь немножко все это почистим. Давайте мы это все почистим. Ну, у нас здесь, в принципе, два варианта событий может быть. Красный — это то, что это отскок дохлой кошки, и мы уходим на медвежку. Зеленый — это то, что у нас произошел выход после коррекции. Здесь будет у нас реакция, небольшая коррекция, и дальше продолжение роста. Мы видим на данный момент то, что мы здесь пришли в сильнейшую зону сопротивления, потому как вот эта вот сильнейшая зона сопротивления, большинство людей было здесь засажено. И здесь у нас формируется уже пересечение, золотой крест. Это у нас как раз пересечение 25 и 100 скользяшки. Аналогичная ситуация у нас была летом 2024 года. Смотрите, у нас здесь тоже формировалось пересечение. Вот у нас и шла 100-я скользяшка, такая вот бирюзовая, и сиреневая 25-я скользяшка. Здесь у нас формировался золотой крест. Если мы это все дело увеличим, вы это все увидите вот так вот. Вот, золотой крест формировался. Также у нас быстрая скользяшка, желтая, она здесь уходила вверх и опустилась чуть-чуть ниже, чем сиреневая. Сейчас на данный момент у нас аналогичная ситуация. Мы видим то, что у нас быстрая скользяшка здесь наверху находится. Нам нужно, чтобы сиреневая пришла вот сюда вверх, где-то в диапазон $92 тысячи. Бирюзовая у нас будет здесь внизу. Сформируется у нас здесь, я надеюсь, что он сформируется, этот золотой крест, это разворотный лонговый крест, но при формировании данного креста у нас зачастую происходит коррекция. Зачастую происходит коррекция, и вот здесь вот мы видим аналогичную ситуацию. У нас формируется золотой крест, быстрая скользяшка у нас здесь вверху, и здесь происходит коррекция на ретест данного креста. Это у нас падение биткоина в диапазон 7-8 примерно процентов. Зачастую цена биткоина ретестит зону данного креста. Мы отретестили, отбились, тут небольшая волатильность и ушли потом выше. Это такой самый позитивный сценарий. Мы в прошлом видео рассматривали тоже, что здесь у нас формируется золотой крест, но я вам в принципе рассказал, как будет формироваться здесь коррекция. И может быть такое, что мы отретестим золотой крест. Цену примерно $89 тысяч. Вот зеленая. Мы можем сюда прийти, отретестить, навести какого-то еще страха на рынке. Люди будут бояться, умирать. То, что здесь у нас, ну, все пропадет, короче говоря. Мы потом здесь еще можем потоптаться какой-то период времени. Может, это будет даже до середины мая. Может, это будет до конца мая. И только потом будет вероятность то, что мы выйдем вверх. Вот. И я думаю, что на вот этот весь выход и разворот у нас как раз может уйти весь май. Весь май месяц мы можем здесь, в принципе, протоптаться в этом вот боковом движении. Может, это все произойдет и ранее, я не знаю, посмотрим, понаблюдаем. Но сейчас, в принципе, рынок в интересном моменте находится. И тут, конечно же, у нас будет реакция продавца. Реакция продавца, потому как многие будут говорить о том, что это отскок дохлой кошки, рынок нужно покидать, и дальше мы погружаемся на медвежку. Скоро вы увидите эти новости, ну, буквально, наверное, на этой недельке. На этой недельке, как только у нас здесь какое-то начнется движение, сразу начнут разные блогеры вам говорить, писать в уши, то, что здесь у нас произошел отскок дохлой кошки по рынку. Дальше только
медвежка, будем погружаться туда-сюда. Но я, в принципе, бояться не буду. Я просто-напросто посмотрю, может быть, такое, что на этой коррекции доберу какие-то позиции, может, какие-то активы возьму на X2, потому как это хорошая будет здесь точка входа. И, само собой, если биткоин здесь у нас откорректируется, а он у нас может откорректироваться, давайте-ка мы посмотрим, на 5-8%, может даже и 7%, то альткоины тоже будут корректироваться. Ну, примерно на 20-30% могут альткоины скорректироваться. А может даже альткоины и не будут в этот момент корректироваться. Также, если у нас будет коррекция, мы можем видеть то, что у нас уже стохастик здесь уже все перегрет и начинает опускаться вниз. Мы идем просто на коррекцию. Но мы с вами разбирали то, что стохастик может примерно уйти на коррекцию с текущих и сходить примерно на 40 или там 50 пунктов. И с этих значений набрать опять силу и уйти выше уже. И вместе с биткоином, конечно же, уйти, ну, в диапазон там 100 пунктов пускай. Как раз в этот момент у нас биток наберет тоже здесь силу и будет пробивать свой хай. Может быть, такой сценарий у нас произойдет. Не знаю, посмотрим. Посмотрим, понаблюдаем, конечно же. В принципе, с битком мы разобрались, посмотрели интересные моменты. Я думаю, что у нас не будет здесь медвежьего цикла, пока на данный момент с текущих и отскока дохлой кошки тоже не будет, потому как у нас набираются лонги по эфириуму, и также у нас же набираются лонги по биткоину. А по биткоину у нас набирались лонги, и они уже конкретно начали отрабатывать эти лонги. И, ну, крупный игрок просто так не может взять и скинуть это все дело. Ему нужно, конечно, довести все это дело до конца. И как только лонги по биткоину придут хотя бы вот сюда, в черную линию, где у нас тут 52 тысячи биточков, я думаю, тогда уже нужно будет паниковать, потому как рынок уже дальше будет только корректироваться, как это было, вот смотрите, с 3 декабря по 19 февраля. Вот здесь уже нужно будет паниковать. А тут пока еще у нас запас хода есть. И также у нас лонги по эфириуму глобально еще даже не начинали отрабатывать. И как раз мы сможем, по всей видимости, увидеть то самое интересное движение на рынке. Ну, где-то с середины мая, может быть такое, что с конца мая. А пока что у нас будет висхолдинг на рынке. Будут его мурыжить. Также у нас происходят ланчпады, ланчпулы на бирже Binance. Вот раздавали монетку Unit. Там у меня было небольшое количество стейблкоинов. Можно заморозить стейблкоины FDUST или BNB или даже USTC. Мы видим то, что уже на данный момент Binance очень сильно продвигается. И он уже даже добавляет в ланчпулы USDC монетки. Вот что. Если у вас есть стейблкоины, можете, конечно же, их добавлять. Вот буквально недавно у нас был стейблкоин FDUST. Это еще было буквально с января 2025 года. И BNB. Все, больше ничего невозможно было здесь морозить. А сейчас на данный момент, буквально вот с февраля месяца, мы видим то, что Binance добавили USDC. Так что, если у вас есть свободный капитал в стейблах, его можно, конечно же, использовать в ланчпадах, ланчпулах на бирже Binance, получить бесплатные монеты. И я думаю, что заработать какую-то часть копеек или бесплатные монеты можно даже лить по стакану. Я бы, например, их лил по стакану. Сейчас на данный момент у нас прошла уже одна акция, это закончилась она буквально 24 апреля, давали монетки Unit или Init, мы можем даже посмотреть, что это за проект, давайте-ка мы его, наверное, все-таки и посмотрим. Init скопируем. Также Aptos, ну давайте мы посмотрим тоже график Aptos. И посмотрим, что это за проекты раздавали на Binance. И он, конечно же, был залистен. Сейчас у нас уже есть здесь уже какая-то проторговочка. Можно, конечно, его потихоньку шортить. Aptos. Я думаю, что на данный момент с текущих можно присмотреться к Aptos, потому как Aptos пришел в интересную зону. Особо ничего такого он не показывал. Но здесь у нас
тяжелая ситуация, потому как мы пришли, в принципе, в такой момент, что мы можем пробить всю вот эту вот поддержку и уйти на дальнейшее снижение. И тогда будет уже конкретно здесь разочарование. Если даже Aptos придет в диапазон $1, а он сюда может прийти в зону листинга, то есть себе представьте, сколько людей будет в нем разочаровано, потому как большинство блогеров, инфлюенсеров просто засаживали в Aptos в диапазоне там от 10 до $5. А мы еще даже не тестили, мы еще даже не тестили $1. Ну, это будет, конечно же, трэшамба. У меня тоже Aptos есть. И фишка в том, что я его на росте не фиксировал, а так само продолжаю удерживать. Посмотрим, понаблюдаем. Но я думаю, надеюсь, то, что у нас Aptos удержит зону поддержки. Мы пришли в сильнейшую зону поддержки. Вот она, диапазон $5-4-3. Надеюсь, что у нас не будет дальнейшего снижения, потому как если будет снижение, ну это будет просто трэш. Притом мы видим то, что здесь у нас большое количество было покупок. И может быть такое, что данный диапазон удержит. Ну, если, конечно же, мы действительно пойдем на медвежку, то Aptos тут у нас просто улетит вниз. Он так сильно не будет падать там на какие-то 1 цент, куда я там указал, но падение в диапазон $1 с текущих, конечно же, может произойти вот сюда вот. Это будет самый негативный сценарий для Aptos. Вот, в принципе, вот так вот. И новый проект, который раздавал Binance. Давайте посмотрим. Давайте, вот такая вот у нас косточка, приманка, в принципе. У нас здесь есть Binance Labs, инвестор. Большое количество, конечно же, инвесторов, 16 инвесторов разных. Дальше Delphi Labs. Офигеть, Binance Labs, конечно. Но с текущих покупать данные инструменты я считаю, что не стоит, потому как история 2024 года показала то, что если вы будете сейчас с текущих покупать, их просто-напросто вам будут распихать. Но здесь мы видим обратную ситуацию. Не такая, как было в 2024 году. В 2024 году у нас выходили проекты такие, как Starknet, ZK-Sync, там миллиарды капитализации были. Смотрите, здесь у нас капитализация 90 миллионов. И есть вероятность такое, что этот проект у нас будет в дальнейшем раскачиваться. Есть вероятность. Капа здесь просто огромнейшая. Огромнейшая, извиняюсь. У Starknet была огромная капитализация. Здесь капа у нас небольшая. И просто в Starknet огромнейшая капа. Это говорило о том, что нужно было проекты продавать, а их наоборот все покупали. Сейчас у нас на данный момент капитализация здесь небольшая, 100 миллионов, но все равно укатка тоже может быть. Она может упасть даже и до 50 миллионов. И при том покупать данный проект в момент листинга, я думаю, что это будет глупо. Монетки розданы, их нужно наоборот продавать. Также вестинг, давайте-ка мы посмотрим. Здесь у нас будут раздачи 720 дней. Здесь все раздали, здесь все раздали, здесь все раздали. 1400 дней, 1400, 1400. 7292 дня, вы себе представляете? 20 лет будут разлачиваться монеты. 20 лет. 20 лет. Это просто трэш. Здесь тоже все раздали на Binance. Ё-моё, 20 лет будут монеты разлачиваться. 5000 дней, 7292 дня. Ё-моё, блин, 20 лет будут монеты разлачиваться. Здесь представьте, куда они будут укатывать этот проект. Ой. Инвестиции, нет у нас здесь никаких информаций. Может быть такое, что здесь огромнейший, конечно, капитал уже у них есть. Ну, 2 миллиона, 14, 7. Смотрите, 7, 14, 2. Ну, это уже говорит то, что у инвесторов есть иксы. Так как у нас здесь, ну, примерно, если взять все вот это, то, что они вложили, то примерно у них уже здесь 5 иксов есть на проекте. 5 иксов на проекте. Я думаю, что здесь, если и будет какой-то импульс роста, то нужно уже, конечно же, фиксировать данный инструмент и сбрасывать его. С текущих, конечно, его покупать не стоит. Нужно подождать, чтобы все это дело остыло. Индикаторы тоже остыли, потому как здесь у нас конкретная перегретость тоже. Мы вот видим на RSI то, что у нас здесь
Так вот, раз, даже на RSI, да, здесь есть уже перегретость. Нам нужно, чтобы RSI укатался, отрисовал красное облако, только потом покупать. Сейчас, конечно же, многие кто-то хотят покупать, они покупают, им потихоньку раздают, кто-то встает в шорт, и этот шорт будет снесен легким даже движением в диапазон 2 доллара. И потом у нас все это дело начнет укатываться. Примерно вот так вот. Шортить тоже опасно, потому как если ты стоишь шорт, здесь может быть памп буквально на 90% хватит для того, чтобы ликвиднуло твою позицию. В принципе, вот так вот. Такие вот новые проекты. Если есть возможность, участвуйте в ланчпаде, ланчпулах на бирже Binance, стейкайте свои стейблкоины, вы ничем не рискуете. Конечно же, если есть BNB, тоже участвуйте, потому как бесплатные монеты, халявка всегда это очень хорошо. Ссылка на данную биржу есть в описании под видео, ссылка также есть на телеграм-канал в описании под видео. Также у нас есть все ссылки на все биржи. Я всегда 24/7 сижу в телеге и могу с кем-то пообщаться, кому интересно. Рынок, конечно же, у нас может быть такое, что будет небольшая локальная коррекция, потому как, биток знатно вырос за эти 2 недели, и здесь нужно откорректировать и остудить индикаторы. Также у нас здесь формируется золотой крест. И может быть такое, что в дальнейшем у нас будет рост. Потому как без дальнейшего роста у нас просто-напросто не будет продолжения бычьего рынка. То, что там слезы Сатоши рассказывают, что биток уйдет на 60 тысяч долларов и только там мы увидим альтсезон. Это просто такая чухня, что я не знаю, как он такое говно выдвигает просто и продает людям в приватке. Это просто какой-то трэш. Иногда смотришь на это все и, удивляешься. Я не знаю, откуда у людей берутся такие бредятины. Они под какими-то наркотиками или под какими-то грибами, я не знаю, или под насваем каким-то, чтобы такую чухню рассказывать, а еще за деньги людям. Рынок у нас продолжает, конечно же, двигаться. Мы видим то, что мы уже двигаемся в желтую зону. Это зона эйфории, но эйфории на рынке нету. А она появится, по всей видимости, тогда, когда у нас начнется движение на эфириуме. А на эфириуме может быть такое, что начнется движение, где-то в начале лета. В принципе, вот так вот. Вот такие вот у нас, криптоэнтузиасты, дела. На данной прекрасной ноте, я думаю, что будем заканчивать. Особо паниковать не нужно. Биток у нас показывает движение на рынке. Я думаю, что у нас отработает золотой крест и будет перехай по биткоину и будет эйфория на рынке. И все у нас будет хорошо. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.